Приветствую вас на канале Книги, Истории, Факты. В этом видео я хочу рассказать 150 невероятных историй людей, в которые сложно поверить. Прошу вас подписаться, а также нажать на колокольчик и выбрать все уведомления. А если это видео вам понравится, прошу поставить лайк. Обращаю ваше внимание, что, как и всегда, в конце видео вас ждет очень интересный бонусный факт для всех досмотревших этот ролик до конца, который вам наверняка неизвестен. И помните, на канале Книги, Истории, Факты вы найдете самые интересные и правдивые факты на совершенно разные темы. Остерегайтесь подделок. В этом видео мы хотим рассказать вам 150 невероятных историй, в которые сложно поверить, но при этом все эти истории являются абсолютно реальными, а не вымышленными художественными произведениями. Убеждены, что эти курьезные истории из жизни людей заинтересуют вас и подарят немало приятных впечатлений от просмотра. На наш взгляд, оторваться от просмотра просто невозможно. 1. Я засыпал выбоины, платите мне. В 2019 году 22-летний канадец Джон Макью засыпал выбоины на дорогах и стоял рядом с ними с табличкой «Я засыпал выбоины. Платите мне вместо налогов». Это сработало, проезжающие мимо водители давали ему деньги, кофе, а иногда и кое-что запрещенное. 2. Электронные письма лунатика. Первый зафиксированный случай отправки электронного письма лунатикам во время сна произошел в 2008 году. 44-летняя женщина написала 3 друзьям: «Приходите завтра и разберитесь с этой адской дырой. Ужин и напитки в 16:00. Приносите вино и икру». На следующее утро сбитые с толку друзья позвонили ей, чтобы выяснить, в чем дело. Женщина не помнила, что писала им ночью. 3. Нигерийский вооруженный козел. В 2009 году полиция Нигерии арестовала козла по подозрению в попытке вооруженного ограбления. Дружинники доставили козла в полицию, заявив, что это грабитель, который, угрожая оружием, пытался угнать автомобиль Mazda 323, а после использовал черную магию и превратился в козла, чтобы избежать ареста. 4. Смогла ли Серена Уильямс обыграть мужчину? В 1998 году 17-летняя теннисистка Серена Уильямс, одержав множество побед над сильными соперницами, заявила, что ей по плечу сыграть и в мужском профессиональном туре. Вызов принял 30-летний теннисист Карстен Браш, 226-я ракетка мира. Браш обыграл Уильямс со счетом 6-1, покуривая сигареты в перерывах между геймами. 5. Преступное селфи. Разыскиваемый полицией Огайо в 2016 году мужчина по имени Дональд Чип Пью, подозреваемый в поджоге и вандализме, отправил полицейским свое селфи после того, как увидел свою фотографию на странице полиции в интернете. «Ваша фотография ужасна. Вот это будет получше», — говорилось в сообщении преступника. Полиция опубликовала фото с подписью: «Эта фотография была прислана нам самим мистером Пью. Мы благодарим его за помощь, но были бы очень признательны, если бы он пришел в участок поговорить с нами». 6. В 2019 году куры терроризировали жителей Британского острова. В 2019 году одичавшие куры терроризировали один из островов Британии. Несколько сбежавших кур дали потомство, и число птиц выросло в геометрической прогрессии из-за отсутствия хищников. Банды из сотен кур стали нападать на бегунов, разрушать хозяйства, блокировать движение по дорогам и будить жителей острова в 4 утра оглушительным криком. 7. За что президент Франции извинялся перед Албанией и Арменией. В 2019 году из-за ошибки организаторов футбольного матча между Францией и Албанией перед началом игры прозвучал государственный гимн Андорры. А затем диктор стадиона извинился перед армянскими болельщиками. В конце концов извиняться пришлось президенту Франции Эммануэлю Макрону и перед Албанией, и перед Арменией. 8. Почему не стоит пить шампанское во время ограбления? В 2014 году в Провене, пригороде Парижа,
Произошло ограбление. Преступник проник в дом в отсутствие хозяев и украл деньги, паспорта и зачем-то солнцезащитные очки. Но затем ему на глаза попалась бутылка шампанского, и он, как истинный француз, не смог устоять. Вернувшиеся хозяева заметили, что жалюзи на окнах их дома спущены, при этом они помнили, что, уходя, оставили их поднятыми. Они вызвали полицию, которая, войдя в дом, застала грабителя за просмотром телевизора, очень расслабленного, абсолютно пьяного, добродушного, но вряд ли понимающего, где он находится. 9. Щедрые чаевые от Элвис Пресли. Однажды Элвис Пресли прилетел в Майами-Бич с выступлением. Из аэропорта его доставил вертолет, а у вертолетной площадки встретил лимузин, который отвез певца до конференц-центра, где тот выступал. После выступления Элвис сел в ожидавший его лимузин и поехал обратно к вертолету. Он спросил у водителя: «Это ваш собственный лимузин или вы работаете в компании?» «Я работаю в компании», — ответил водитель. «Теперь это ваш лимузин», — сказал Элвис. Так водитель лимузина получил на чай лимузин. 10. Первый победитель шоу «Кто хочет стать миллионером». Однажды вечером после ужина Джон Карпентер и его друзья смотрели американскую версию шоу «Кто хочет стать миллионером». Все вопросы, задаваемые участникам, показались Карпентеру легкими. Он позвонил на горячую линию, чтобы получить шанс стать миллионером, где ответил на все вопросы, а через несколько дней его пригласили на шоу. Игрок уверенно отвечал на вопросы и не использовал ни одной подсказки. Но на последнем вопросе, стоимостью $1 миллион, Карпентер решил воспользоваться подсказкой «Звонок другу». Карпентер позвонил своему отцу и сообщил, что на самом деле ему не нужна подсказка, он просто хочет сказать, что скоро станет миллионером. Позже Карпентер заявил, что воспользовался одной из подсказок только потому, что не хотел выглядеть слишком самоуверенным. 11. Один из первых предметов, проданных на аукционе eBay. Одним из первых проданных на аукционе eBay предметов была сломанная лазерная указка за $15, принадлежавшая Пьеру Амедьяру, основателю аукциона. Когда удивленный Амедьяр спросил покупателя, действительно ли он понял, что указка неисправна, тот ответил, что является коллекционером сломанных лазерных указок. На фото Марк Фрейзер, покупатель указки. 12. Самое тонкое здание в Ливане было построено из-за обиды. В Бейруте, столице Ливана, есть здание, прозванное Обидой. Это самое тонкое здание во всем Ливане. Согласно легенде, обида появилась в результате спора между двумя братьями, унаследовавшими участок земли. Братья никак не могли договориться, как использовать наследство, и тогда один из них в отместку другому построил здание-стену просто, чтобы загородить вид на море с участка брата и тем самым обесценить его землю. 13. Загадка Pink Floyd – необычный эффект, которому нет объяснения. Темная сторона радуги, Dark Side of the Rainbow – это необычный эффект, обнаруженный поклонниками группы Pink Floyd. Если одновременно проигрывать альбом «Обратная сторона Луны» и кинофильм «Волшебник из страны Оз» 1939 года, музыка альбома будет идеально подходить под сцены фильма. Было насчитано более 100 совпадений между текстом, музыкой и событиями, происходящими в фильме. Сами Pink Floyd отрицают предположение, что альбом был специально синхронизирован с фильмом. Звукоинженер Алан Парсонс сказал в интервью: «Мы просто технически не могли этого сделать. Мы вообще не могли проигрывать видеозаписи в помещении. Я не думаю, что формат VHS уже существовал в 1972 году, или я ошибаюсь». 14. Неожиданная шутка Папы Римского. В 2019 году Папа Франциск во время посещения шотландских священников получил от них в подарок бутылку виски Обан, Квеста и Лавера Эквасанта. «Вот это настоящая святая вода», — заявил Папа и расхохотался, поскольку это была шутка. Журналисты компании BBC запечатлели этот эпизод в своем документальном фильме, но Ватикан потребовал вырезать его, что и было сделано. 15. Эдгар По, Ричард Паркер и каннибализм. В рассказе Эдгара По
Повесть о приключениях Артура Гордона Пима 1838 года описана, как корабль попадает в шторм, и 4 моряков вынуждены спасаться на плоту без пищи. Моряки определили жребием, кто из них будет съеден, и выбор пал на Ричарда Паркера. В 1884 году произошло реальное бедствие, при котором затонула яхта, и 4 выживших на шлюпке, пытаясь спастись, съели юнгу, которого звали Ричард Паркер. 16. Шут короля Франциска I был очень находчивым. Николас Фериаль, шут короля Франциска I, однажды настолько забылся, что в качестве шутки хлопнул короля по мягкому месту. Франциск взбесился и велел казнить шута, но позже, успокоившись, пообещал простить его, если Николас сможет придумать еще более оскорбительную шутку. Тот ответил: «Прости меня, король, я принял тебя за королеву». 17. Невероятный счет от телефонной компании. В 2012 году жительница Франции получила счет от телефонной компании на сумму 11 квадриллионов 721 триллион евро. Несмотря на то, что эта сумма почти в 6 тысяч раз превышала ВВП Франции, компания заявила, что они ничего не могут поделать, а затем предложила женщине оплатить счет в рассрочку. Потребовалось несколько дней, чтобы убедить представителей компании, что требования абсурдны, и заставить их выставить счет на верную сумму 117,21 евро. 18. Друзья договорились поделить выигрыш в лотерее, и почти 30 лет спустя один из них так и сделал. Друзья Томас Кук и Джозеф Финни пожали друг другу руки в 1992 году, договорившись, что если кто-то из них выиграет в их любимой лотерее Powerball, они разделят выигрыш. Они продолжали покупать билеты, и вот, 28 лет спустя, Том сорвал джекпот в $22 миллиона и отдал Джозефу его половину. 19. Американка сорвала куш в лотерее и бросила мужа. Муж узнал о выигрыше и отсудил все деньги. В 1996 году американка Денис Росси сорвала джекпот в лотерее, ее выигрыш составил $1 300 000. Она не стала ничего говорить мужу, а вместо этого развелась с ним через 11 дней после выигрыша. Через 2 года бывший муж Росси узнал о выигрыше и подал в суд. И суд присудил ему все выигранные деньги. 20. Агата Кристи написала свой первый роман «Наспор». Старшая сестра дразнила Агату Кристи, в юности сочинявшую короткие рассказы: «Держу пари, что ты не сможешь выдумать маломальски приличную детективную историю». В ответ Кристи написала «Загадочное происшествие в Стайлзе», роман, в котором впервые появляется знаменитый сыщик-бельгиец по имени Эркюль Пуаро. 21. Давайте взорвем тушу кашалота. История одной глупой идеи. Это будет история о том, как полсотни лет назад, задолго до появления интернета, был снят первый в истории вирусный ролик. В начале ноября 1970 года на пляж у Флоуренса выбросила 7-тонную тушу мертвого кашалота. Что с ней делать, было неясно. Если оттолкнуть в море, то волны принесут ее обратно на берег. Варианты сжечь и закопать тоже не подходили. Через несколько дней, 12 ноября, дорожный рабочий Джордж Торнтон придумал, как избавиться от туши, просто взорвать ее. План Торнтона состоял в том, чтобы заложить заряд динамита под кашалотом со стороны пляжа. Тогда тушу разорвало бы на мелкие кусочки и унесло в море, где мясо растащили бы крабы и чайки, тем более, что хищные птицы весь день кружили над мертвым кашалотом. Правда, Торнтон не знал, сколько точно нужно взрывчатки, чтобы исполнить задуманное. Поэтому он щедро заложил под кашалота полтонны динамита, 20 коробок. Вокруг собрались зеваки, в основном местные жители. Они расположились поодаль, в 400 метрах от туши. Обратный отсчет – взрыв. Но все пошло не совсем так, как планировалось. Точнее, совсем не так. Через несколько секунд после взрыва крупные куски кашалота начали падать, причем не только в море, но и на зрителей. Молодой репортер телеканала Кату-2 Пол Линман снимал сюжет о том,
что происходило в тот день на пляже. Перед взрывом он взял комментарий у Торнтона. Рабочий сказал: «Я уверен, что это сработает. Единственное, мы не уверены, сколько динамита нужно, чтобы расщепить эту вещь». После подрыва, когда ошметки стали падать, люди побежали прочь. Побежали и репортер с оператором. В те дни в Флоуренсе проездом оказался бизнесмен Уолт Аменхофер. Во время Второй мировой войны он имел дело со взрывчаткой и понимал, что у Джорджа Торнтона не получится реализовать свой план. Ему нужно либо меньше взрывчатки, чтобы просто столкнуть кашалота в море, или гораздо больше, чтобы расщепить его на мелкие куски. Бизнесмен попытался предупредить рабочего, но тот отмахнулся. К счастью, никто из людей сильно не пострадал, рассказывал репортер Пол Линман. Однако все, кто находились неподалеку, покрылись мелкими кусочками мертвого кашалота. План Торнтона провалился полностью. Чайки, которые должны были растащить остатки, исчезли. Их спугнул то ли взрыв, то ли вонь. Но это не важно. Остатки от туши были такого размера, что ни одна уважающая себя чайка не попыталась бы схватиться за них, рассказывал репортер. В итоге дорожные рабочие просто закопали то, что осталось от взорванного кашалота. Впрочем, автор плана не заметил провала. В комментарии газете Юджин Реджистер Гард Торнтон сказал: «Все прошло точно так, как должно было. За исключением того, что взрыв прорыл отверстие в песке под кашалотом». Через 20 лет, в середине 1990-х, Пол Линман попросил у Торнтона интервью, но мужчина отказался. Похоже, он считал, что в негативном представлении успешного мероприятия были виноваты журналисты. Когда репортер спросил у Торнтона, не хочет ли он рассказать обществу, что в тот день пошло не так, тот сухо переспросил: «Что вы имеете в виду под «пошло не так»?» Зато репортаж Линмана стал вирусным. Долгое время эта история воспринималась как городская легенда, слишком абсурдной казалась сама мысль о взрыве туши кашалота полутонной динамита. Второе дыхание репортаж получил благодаря интернету. В 1990-е пользователи пытались найти оригинальный ролик, но звонок в Орегонский КАТУ ничего не дал. Представители телеканала подтвердили, что история абсолютно реальна, но у них копии не осталось. Зато несколько копий нашлось у пользователей. Одна из них оказалась в руках ученого Эндрю Дэвида Тейлора, который принялся рассылать копии всем, кто попросит по физической почте. Дэвид Тейлор заявил, орегонский взрывающийся кашалот стал вирусным еще до того, как в интернете появилась инфраструктура для вирусных видео. Тогда было быстрее переслать 6-минутный ролик почтовой службой США, чем скачать его. Когда технология наконец стала соответствовать требованиям поклонников взрывающегося кашалота, ролик посыпался с первых файлообменных сайтов, как куски летящего жира. В 2013 году, на 85-м году, умер Джордж Торнтон. Он оставил после себя важное знание: теперь все понимают, что не нужно взрывать тушу кашалота. 22. Человек, купивший Стоунхендж. В 1915 году английский адвокат Сесил Чап купил на аукционе Стоунхендж в подарок своей жене. Однако та не особенно обрадовалась подарку. Во-первых, Стоунхендж обошелся довольно дорого, около 700 тысяч фунтов стерлингов в сегодняшних деньгах, а во-вторых, Мэри Чап рассчитывала, что ее супруг приобретет на аукционе что-нибудь полезное для дома, например, занавески, а не самый значительный памятник Англии. 3 года спустя Чап передал Стоунхендж в государственную собственность. 23. Горе-мошенники из Испании продали фальшивую картину за фальшивые деньги. Двое братьев из Жероны, Испания, продали поддельную картину Франсиско де Гоя арабскому шейху. Об этой афере стало известно, когда мошенников поймали на таможне Франции с 1,7 миллиона швейцарских франков, вырученных за картину. Деньги оказались фальшивыми. 24. Слишком круто, чтобы принимать запрещенные вещества. В 1998 году Американское бюро по работе с молодежью из групп риска раздавало школьникам карандаши с лозунгом «Слишком круто, чтобы принимать запрещенные вещества». Но карандаши пришлось отозвать,
потому что при заточке надпись превращалась в круто принимать запрещенные вещества, а потом и вовсе становилась призывом «принимайте запрещенные вещества». 25. Автор книги «Как убить своего мужа» и вправду убила мужа. Автора книги «Как убить своего мужа» осудили за убийство мужа. Суд установил, что 71-летняя Нэнси Брофи, опубликовавшая свою книгу в интернете в 2011 году, в 2018 году действительно убила собственного мужа, Дэниела Брофи, ради выплаты $1,5 миллиона по страховке. 26. Крысы в Ханое. Неожиданный поворот. В 1897 году французский чиновник возрастом чуть за 40, Поль Думер, прибыл в Ханой, Вьетнам. Незадолго до того Думер потерпел серьезную профессиональную неудачу. Провал плана по введению нового подоходного налога заставил его уйти с поста министра финансов. Теперь Думер пробовал силы на новом поприще. Его назначили генерал-губернатором французского Индокитая, группы колоний в Юго-Восточной Азии, в которую входил современный Вьетнам. По прибытии Думер, не теряя времени, приступил к реализации плана улучшения инфраструктуры Ханоя по французскому образцу. На рубеже веков типичный ханойский колонист проживал в просторной вилле на широком проспекте, обсаженном деревьями. Вилла имела множество просторных комнат и замечательных вещей из Европы, и в частности туалеты. Думеру очень нравились туалеты. Что может быть лучше, рассуждал он, для того чтобы подчеркнуть великолепие французского Ханоя, чем обширная канализационная система, настоящий символ чистоты и прогресса, под богатыми районами города. А теперь представьте себе растерянность и ужас богачей, когда из канализации начали появляться крысы. Оказалось, что когда французское правительство Думера проложило почти 15 километров канализационных труб под Ханоем, оно непреднамеренно создало 15 километров прохладного темного рая для крыс, где они могли свободно размножаться, не опасаясь хищников. Кроме того, у грызунов появился прямой доступ к самой роскошной недвижимости города через подземную супермагистраль. Под улицами французского Ханоя крысы плодились в геометрической прогрессии, и время от времени их выбрасывало на поверхность. Разрушив иллюзию европейского комфорта в азиатском городе, крысы принесли с собой, помимо прочих проблем, бубонную чуму. То тут, то там фиксировались случаи заболевания. Следовало что-то срочно предпринять. Колониальное правительство придумало решение, наняло вьетнамцев-охотников на крыс, которые должны были, спускаясь в канализацию, уничтожать паразитов. В доказательство гибели крысы охотник должен был предъявить ее хвост. За хвосты платили деньги. Так началась Великая Ханойская крысиная резня. Кровопролитие стремительно набрало обороты. В последнюю неделю апреля 1902 года было убито 7985 крыс, это было только начало. В мае охотники продолжили набираться опыта, увеличив число погибших до 4000 в день. К концу месяца цифры были еще более поразительными. Только 30 мая умерла 15 041 крыса. В июне среднее количество уничтоженных крыс составляло 10 000 в день. 21 июня охотники принесли 20 112 хвостов. Только вдумайтесь, 20 112 крыс было убито за один день. Как именно уничтожали крыс, неизвестно, эта информация не сохранилась. О крысиной резне известно только благодаря любопытству историка Майкла Вана, который, исследуя во Франции французский колониализм, наткнулся на архив с пометкой «Уничтожение животных». Крысы. Документы внутри заинтересовали Вана, и он начал собирать воедино всю историю. Охота на крыс не была легким делом. Вот как ее описывает Ван. Нужно было войти в темную и тесную канализационную систему, пробраться через человеческие экскременты на разных стадиях разложения и выследить довольно свирепого дикого зверя, который мог быть переносчиком блох, бубонной чумы и других опасных болезней. И это не говоря уже о том, что в канализации могут встречаться и другие опасные животные, змеи, пауки и другие существа, от которых у автора мурашки бегут по коже. В конце концов колонисты поняли,
что небольшой армии наемных охотников не удалось существенно повлиять на популяцию крыс. Они перешли к плану «Б» и предложили любому предприимчивому гражданскому лицу принять участие в охоте. За один крысиный хвост полагалась награда – 1 цент. Все, что нужно было сделать, чтобы получить ее, сдать хвосты в муниципальное учреждение. Я не могу отделаться от мысли, кто этот бедняга, который пересчитывал все эти хвосты, пишет доктор Ван. Французы были довольны своей идеей, поскольку считали, что она поощряет предпринимательство во Вьетнаме. И поначалу казалось, что мера сработала, хвосты полились дождем. Правительство торжествовало, а затем по всему городу стали появляться крысы странного вида. Живые, здоровые, бегающие повсюду. Без хвостов. Оказалось, что охотникам было куда проще отрезать животному хвост, чем убить саму крысу, ведь если убить крысу, она не произведет потомства, и, следовательно, в мире не прибавится ценных хвостов. Более того, некоторые охотники ввозили в Ханой крыс, пойманных в других городах. И последняя капля – санитарные инспекторы обнаружили в сельской местности на окраине Ханоя фермерские хозяйства, разводящие крыс. По-видимому, это не совсем то, что французы имели в виду под предпринимательством. Награду отменили, акцию свернули, а богачи остались жить со своими крысами, они к ним уже попривыкли. Однако французы были правы в одном – крысы действительно переносили бубонную чуму, что вызвало вспышку болезни в 1906 году, в результате которой погибло почти 300 человек, большинство вьетнамцы. Думер тем временем вернулся домой во Францию, где его чествовали как чрезвычайно деятельного и эффективного генерал-губернатора Индокитая. Позже он стал президентом Франции. Это своего рода поучительная история о высокомерии современности, о том, как сильно мы верим в науку и используем промышленность для решения проблем, однако это может вызывать неожиданные проблемы. Это как идея о том, что изобретение пулемета, убивающего так эффективно, приведет к быстрой войне, а на самом деле это привело к затяжной войне, в которой погибло несметное количество людей. В наши дни великую крысиную резню в Ханое чаще всего приводят в качестве примера эффекта Кобры, экономической теории о том, как стимулы в сложной системе могут приводить к непредсказуемым последствиям. В 1977 году Ван отправился во Вьетнам, чтобы покопаться в архивах в поисках информации о крысиной резне. Однажды, когда он полез в ящик карточного каталога, он почувствовал, как по руке пробежала крыса. Спустя много лет после того, как французские колонисты покинули Вьетнам, крысы остались. 27. Защита ОСО. 22 ноября 1968 года самолет японской авиакомпании при заходе на посадку ударился о водную поверхность залива Сан-Франциско, но остался цел, никто из пассажиров не погиб. Во время расследования в качестве главного свидетеля был вызван капитан КХСО. Его спросили, как вы умудрились посадить самолет на воду в 2,5 милях от аэропорта, прямо по курсу посадочной полосы. Комиссия ожидала, что пилот будет ссылаться на обстоятельства, помешавшие разобраться в обстановке, но в ответ услышали: «Как говорят у вас в Америке, я просто облажался». Заявление обезоружило комиссию. Впоследствии способ обезоруживания оппонента прямотой ответа получил название «защита ОСО». Этот термин до сих пор используется, например, в книгах по теории управления. 28. Бейсболисты, которые поменялись семьями. В 1973 году двое американских бейсболистов обменялись женами, а так как у обоих были дети, то можно сказать, что они обменялись семьями, включая домашних питомцев. Фриц Питерсон и Майк Кекич были лучшими друзьями и часто проводили время двумя семьями, но постепенно оба поняли, что несчастливы в личной жизни. «Я сказал Мэрилин, что мне просто нужна Сюзанна, а Мэрилин призналась, что любит Майка», — рассказывал Питерсон. После этого мужья собрали вещи и поменялись местами, а жены с детьми остались в тех же домах, что и жили. Об этом случае написали все газеты. Директор клуба, в котором играли бейсболисты, отнесся с пониманием к ситуации.
К сожалению, только семья Фрица и Сюзанны сложилась счастливо, а Майк и Мэрилин со временем разошлись. Впрочем, обошлось без обид. 29. Гигантский пингвин Клеруатера. В 1948 году на пляже Клеруатера, США, появились огромные следы трехпалых лап. Ученые, осмотрев отпечатки, предположили, что их оставил гигантский пингвин ростом не менее 4,5 метра, правда, поймать его или хотя бы увидеть им не удавалось. Следы продолжали появляться еще в течение 10 лет, а затем исчезли. Спустя еще 30 лет, в 1988 году, местный шутник Тони Синьорини признался, что следы оставлял он просто ради шутки. Он и его приятель, Эл Уильямс, изготовили чугунные ботинки в виде лап, и по ночам Синьорини бродил по пляжу, оставляя отпечатки, перепугавшие весь город и поставившие биологов в тупик. 30. Американский флаг на канадских долларах. Когда Банк Канады вводил новый дизайн канадских долларов, в 1980-х годах канадцы постоянно замечали на них американские флаги. Это спровоцировало серьезные споры в Палате общин. Новая 10-долларовая банкнота Канады должна быть немедленно изъята из обращения, она намекает канадцам, что мы должны присоединиться к Соединенным Штатам. Знаете, что будет потом? Мы станем 51-й звездой на американском флаге, говорили одни политики. Другие же уверяли, что это не американский флаг, а предыдущий флаг Канады, который из-за маленького размера и качества печати напоминал флаг США. Если присмотреться, справа внизу на нем виден герб. 31. Как Банк Англии чуть не лишился золота. В 1836 году руководство Банка Англии получило анонимное письмо, в котором неизвестный утверждал, что имеет доступ к золотохранилищу банка и предлагал встретиться там в назначенный ими час. В условленное время, находясь в хранилище, сотрудники банка услышали грохот и звук ломающихся досок, и вдруг из-под пола выпрыгнул смеющийся мужчина. Оказалось, что этот мужчина канализационный мастер. Работая в шахтах, он обнаружил старую канализацию, проходящую прямо под хранилищем. Ревизия показала, что мужчина ничего не украл, и банк, в качестве благодарности, наградил его 800 фунтами стерлингов, что на сегодняшний день эквивалентно 90 тысячам фунтов стерлингов. 32. Нецелованный Л.Джи Круг. Профессор минералогии Северо-Западного университета Чикаго Л.Джи Круг в 1901 году прославился на весь мир, но не благодаря своим научным работам. На одной из лекций он заявил студентам, что никогда не произносил непристойных слов, никогда не курил и не жевал табак, не принимал запрещенные вещества, не обнимал и не целовал женщину. На тот момент профессору было 37 лет. Признание так удивило студентов, что в конце концов слухи просочились в международную прессу. СМИ называли профессора Круг «нецелованный». В статьях его знакомые давали комментарии журналистам, объясняя отсутствие поцелуев тем, что научная атмосфера враждебна к зародышу любви. Хлынули предложения руки и сердца от женщин, желающих растопить ледяную сдержанность профессора. Новость дошла до газет Парижа, где французские романисты и ученые рассуждали о том, что любовь к женщине серьезно мешает в делах образованному мужчине. Новости достигли даже Китая, где вдовствующая императрица выразила желание лично увидеть Круга. Круг был очень смущен и унижен, он был в ярости от болтовни студентов, опровергал их слова и настаивал на том, что никогда не говорил, что ни разу не целовал женщину. Газеты даже напечатали эти опровержения, которые затерялись на последних страницах. Через 3 года Круг женился, что повлекло за собой череду новых газетных заметок с сообщением, что нецелованный Круг женился. 33. Стоимость дома выросла в 17 раз благодаря граффити Бэнкси. В 2020 году жительница английского города Бристоля выставила на продажу свой дом. Она уже нашла покупателя, готового приобрести его за $350 тысяч, но произошло одно совершенно непредвиденное событие. В одну из ночей на стене дома
появилась граффити работы Бэнкси, самого знаменитого в мире стрит-арт-художника. Картину назвали «Апчхи», так как на ней изображена чихающая старушка. Работы Бэнкси стоят миллионы долларов. Женщина остановила продажу и правильно сделала. В итоге дом оценили в 5,5 миллиона долларов, в 17 раз выше изначальной цены. 34. Удивительная история Уилла Первиса. Уилл Первис, осужденный за убийство Уилла Бакли в 1894 году, всегда настаивал на своей невиновности. Во время суда он пренебрежительно сказал присяжным, что переживет их всех. Первиса приговорили к смертной казни через повешение, но петля случайно развязалась, и он выжил. Его завели на помост во второй раз, но тогда толпа начала скандировать: Уилла Первиса помиловал высший суд. Шериф понял, что теряет контроль над ситуацией, снял с головы Уилла мешок и увел его обратно в камеру. Но приговор оставался в силе, и мужчину все равно должны были повесить. Однажды ночью друзья помогли Первису бежать, он скрывался на протяжении года, пока в штате не сменился губернатор. Новый губернатор заменил смертный приговор пожизненным заключением, а позже, когда в убийстве признался другой человек, Первиса помиловали. Он умер в 1938 году, через 3 дня после смерти последнего присяжного. 35. Ученый, который проглотил реликвию. Уильям Бакленд был геологом, палеонтологом, деканом Вестминстерского аббатства и видным ученым своего времени. Однажды вечером, во время званого ужина, в резиденции лорда Харкорта Бакленду показали серебряный медальон с небольшим предметом, похожим на пемзу. Ученый сунул предмет в рот, вероятно пытаясь определить на зубок, что это минерал, и случайно проглотил его. Оказалось, что это был кусочек мумифицированного сердца французского короля Людовика XIV, извлеченный из королевской гробницы одним из членов семьи Харкорт. 36. Менеджер Элвиса Пресли продавал значки с надписью «Я ненавижу Элвиса». Том Паркер, менеджер Элвиса Пресли, вложил $40 тысяч в производство мерчендайза для артиста. К концу 1956 года на рынке было 78 различных товаров с именем или символикой Элвиса, от браслетов и подвесок до виниловых проигрывателей, доход от продажи которых составил $22 миллиона. Паркер все время искал новые способы заработать на Элвисе и придумал оригинальный ход. Он заказал и распродал партию значков с надписью «I hate Elvis», «Я ненавижу Элвиса», чтобы выудить денежки даже у тех, кто не любил творчество Пресли. 37. Попугай, который попал под арест. В 2015 году полиция индийского штата Махараштра арестовала попугая-сквернослова по имени Хариал за то, что он последними словами ругал местную жительницу, пожилую женщину по имени Джанабай. По словам соседей, ругаться птицу обучил пасынок Джанабай, Суреш, обиженный на нее из-за имущественного спора. Суреш 2 года учил птицу выкрикивать оскорбления, когда мимо проходила Джанабай. В конце концов женщина не вытерпела и обратилась в полицию, и попугая передали в лесной департамент штата, где он сможет свободно летать и ругаться, если угодно, до конца своих дней. 38. Офицер, воевавший в котелке и с зонтиком. Офицер британской армии Элисон Дигби Татхам Уорти был отчаянно смелым парнем, наделенным к тому же чисто английским чувством юмора. Он прославился тем, что воевал в шляпе-котелке вместо шлема. Однажды Дигби повел штыковую атаку против танков, вооруженный только зонтиком. Он вывел из строя бронемобиль, протолкнув свой зонтик сквозь смотровую щель и ткнув им водителя в глаз. Увидев, что капеллан был ранен вражеским огнем, пытаясь перебраться на другую сторону улицы, Дигби подошел к нему и помог перейти, заявив: «Не беспокойтесь о пулях, у меня есть зонтик». Когда он вернулся на линию фронта, один из его товарищей офицеров спросил, зачем ему зонтик, заметив при этом: «Эта штука не принесет тебе никакой пользы», на что Дигби ответил: «Но, боже мой, Пэт, что если пойдет дождь?» 39. Как Берия попал в неловкую ситуацию.
В августе 1945 года Лаврентий Берия был назначен председателем спецкомитета по атомной проблеме. В его задачу входило руководство созданием в СССР ядерного оружия. Первое испытание атомной бомбы состоялось 29 августа 1949 года на полигоне под Семипалатинском. Руководство спецкомитета, в том числе Берия, в ожидании взрыва находилось в бункере. В воздухе повисло напряжение. Сработает первая советская атомная бомба или нет? Когда бомба сработала, Берия, охваченный восторгом, распахнул дверь бункера, чтобы своими глазами увидеть распускающийся в небе атомный гриб. Молодой ученый Юлий Харитон мгновенно сообразил, что через секунды бункер настигнет ударная волна, бесцеремонно схватил министра за шкирку и втащил внутрь. Берия, опомнившись, понял, что его поступок был глупым и мальчишеским, но обрушить гнев на человека, спасшего ему жизнь, было недостойно. Опытный царедворец мгновенно сообразил, что делать. Берия сгреб Харитона в охапку, обнял его, начал трясти и поздравлять. Так ему удалось сохранить лицо, ну или, по крайней мере, достойно выйти из ситуации. 40. В 2004 году в Германии исчезла сборная по гандболу. В 2004 году вся национальная сборная по гандболу Шри-Ланки таинственным образом исчезла вскоре после прибытия в Германию для дружеского матча. Организатор немецкой программы спортивного обмена Дитмер Деринг сначала предположил, что команда заблудилась в лесу во время пробежки, но позже была найдена записка, в которой говорилось, что команда полным составом 23 человека, включая тренера и менеджера, уехала во Францию. Как выяснилось впоследствии, сборная, по-видимому, вовсе не являлась никакой сборной, и кто были эти люди, непонятно. Министерство спорта Шри-Ланки заявило, что не санкционировало поездку в Германию. Гандбол – это очень редкий вид спорта в Шри-Ланке, и мы не знаем, кто собрал эту команду, прокомментировал представитель министерства. Обманутые немецкие организаторы заявили, что больше спортсменов из Шри-Ланки приглашать не будут. 41. Предложение руки и сердца в игре про Человека-паука. Фанат видеоигр про Человека-паука попросил компанию-разработчиков включить в версию игры 2018 года предложение руки и сердца, которое он собирался сделать своей девушке. Разработчики поддержали эту романтическую идею и написали на одной из вывесок в игровом мире: «Мэдди, ты выйдешь за меня замуж». К сожалению, пара рассталась до выхода игры, а надпись так и осталась в качестве пасхалки. 42. Лев в канализации – удивительный случай, долгое время остававшийся в тайне. Немногие города могут похвастаться тем, что в их канализации когда-либо бродил настоящий лев-убийца, но жители Бирмингема, Англия, в 1889 году стали невольными свидетелями именно такого странного случая. В то время особую популярность набрали передвижные зверинцы, которые представляли собой нечто среднее между бродячим цирком и зоопарком. Всемирно известный укротитель львов Фрэнк Босток был владельцем именно такого заведения. Его зверинец под названием «Джунгли» посещали десятки тысяч людей. Во время одного из представлений лев, который ранее убил одного человека и покалечил другого, о чем, впрочем, знали только несколько работников зверинца, в том числе его хозяин, решил отправиться на прогулку. Он перепрыгнул через дрессировщика, протиснулся через проем в цирковом шатре и двинулся к центру города так спокойно и уверенно, словно шел по родной саванне. По пути ему встретился канализационный люк, куда лев спрыгнул и отправился дальше. Каждый раз, видя открытый люк, лев издавал несколько ужасающих рыков, заставлявших жителей города в панике бежать, а некоторых особо впечатлительных потерять сознание. В Бирмингеме нарастала паника, и возле зверинца стала собираться толпа. Босток не растерялся. В его голове созрел план. Укротитель взял другого своего льва, посадил его в клетку и вытащил на публику. Он взял рог и затрубил, чтобы привлечь к себе максимальное внимание. Все прошло хорошо, люди поверили в подмену. В толпе раздались радостные крики: «Смотрите! Они поймали его! У них есть лев!»
К счастью, настоящий лев в канализации к тому времени устал и прекратил реветь. Однако он все еще бродил где-то под землей. Позже эта история облетела весь мир. О храбрости укротителя, сумевшего поймать льва в канализации, ходили легенды. Газеты сообщали невероятные подробности. Лев сбежал, потому что смотритель отвлекся на драку между оленем и страусом. Толпа детишек была на пути у льва, но он перемахнул их одним прыжком и так далее. А вот как лев был пойман на самом деле. Во второй половине этого сумасшедшего дня к Бостоку пожаловал начальник городской полиции с тем, чтобы поздравить его с поимкой льва и выразить свое восхищение. Я никогда не забуду его лицо, когда он понял, что лев все еще находится в канализации, писал Босток в своей автобиографии. Сначала полицейский накинулся на него с обвинениями и упреками, но укротитель сообщил, что его действия были направлены прежде всего на то, чтобы прекратить панику. Он был готов ловить своего льва, но попросил начальника полиции о помощи. Она была предоставлена. В полночь несколько сотен полицейских, вооруженных до зубов, вместе с Бостоком спустились в канализацию. Бродя во тьме и обливаясь потом от страха, им удалось обнаружить зверя. Босток медленно подходил к нему, надев на голову железный котел, использовавшийся полицейскими для переноса патронов в канализацию. В какой-то момент котел упал и ужасным грохотом напугал льва. Тот попятился и угодил в веревочную ловушку, подготовленную полицейскими. Животное удалось связать и незаметно доставить в зверинец. Каждый из участников этой тайной операции поклялся хранить молчание о ней. То, как поймали льва в бирмингемской канализации, стало известно только тогда, когда Босток сам рассказал об этом случае в своей автобиографии. Он умер в 42 года, но не от лапы разъяренного льва, а от банального гриппа. На его могиле лежит послушный каменный лев. 43. В 2011 году белоруса без руки арестовали за хлопанье в ладоши. В 2011 году житель Гродно, Беларусь, Константин Каплин был арестован, а позже оштрафован за участие в антиправительственных выступлениях. Его обвиняли в том, что он сильно хлопал в ладоши. Все бы ничего, только у Каплина отсутствовала правая рука из-за детской травмы. Свидетель-милиционер, узнав об этом на суде, сначала растерялся, а потом сказал, что видел, как Каплин бил себя в грудь. 44. Шаблон Википедии, над которым все смеялись. Долгое время в Википедии, которую, как известно, может редактировать любой пользователь, использовался шаблон для статей, содержащих неполные списки. Этот список не полон. Вы можете помочь, дополнив его. Однако для части тем, освещаемых Википедией, этот шаблон оказался настолько неуместен, что породил множество мемов и насмешек. Например, список террористических инцидентов. В Великобритании этот список не полон. Вы можете помочь, дополнив его, звучит как призыв к терроризму. Еще примеры. Список жертв серийных убийц. Список сожженных как еретиков и тому подобное. В конце концов, Википедия обратила внимание на насмешки и заменила шаблон в 2021 году. Теперь он звучит как «этот список не полон». Вы можете добавить недостающие пункты. Согласитесь, этот шаблон куда уместнее. 45. Парень, который смог обналичить рекламный чек. В 1995 году мотивационный оратор по имени Патрик Компс получил по почте рекламный проспект в виде чека на 95 093,35 долларов. Патрику показалась забавная идея отправиться в банк и попытаться положить эти деньги на свой счет. Несмотря на то, что чек был рекламой, он выглядел как настоящий банковский чек, за исключением небольшой надписи «необоротный», напечатанной на лицевой стороне. Согласно закону США, банк обязан принять любой чек, соответствующий 9 критериям законного чека. Чек Патрика, несмотря на надпись о том, что он необоротный, подходил под все критерии, поэтому, хоть сотрудники банка посмеялись от души над идеей Патрика, им пришлось принять чек в работу. Далее банк должен был оплатить его, либо в течение определенного времени уведомить клиента о том, что не может этого сделать, указав причину отказа.
Неизвестно, почему банк пропустил срок уведомления, таким образом у него остался единственный вариант – оплатить чек Патрика. То есть попросту подарить парню почти $100 000. Однако банк не был согласен с этим и прислал Патрику письмо, в котором говорилось о готовности обратиться в суд, если Патрик пожелает обналичить эти деньги. Он долго размышлял и решил отказаться от судебной тяжбы. Эта история и так сделала его очень известным человеком, и его выступления в качестве мотивационного оратора стали пользоваться большой популярностью. «Я заработал куда больше, чем деньги по этому чеку, так что все в итоге остались довольны», рассказал Патрик Компс СМИ. 46. Самолет, который застрелился. В 1956 году авиастроительная корпорация Grumman испытывала новый истребитель F-11 Tiger у побережья штата Нью-Йорк. Пилот сделал серию выстрелов из орудий самолета, а через несколько мгновений лобовое стекло разлетелось на куски, а двигатель заглох. Что случилось? Фактически, «Тигр» подбил самого себя. Модель F-11 Tiger была первым сверхзвуковым истребителем Grumman, и у пилотов не было достаточного опыта управления подобной техникой. Поразительная скорость истребителя была одной из причин того, что произошло. Другая заключалась в траектории полета вкупе с законами физики. Выпустив длинную очередь, пилот опустил нос самолета и начал быстро снижаться. В это время выпущенные снаряды замедлились из-за трения о воздух. В какой-то момент пути «Тигра» и пуль его 20-мм пушки Colt Mk-12 пересеклись, и самолет застрелился. Двигатель самолета был уничтожен, но пилоту удалось выжить. Через полгода он вернулся к полетам, а «Тигров» сняли с вооружения военно-морского флота США. 47. Как заставить человека сделать то, что ты хочешь? Пример Эндрю Карнеги. Эндрю Карнеги, сталелитейный магнат начала 20 века, славился талантом руководить людьми. Его талант хорошо иллюстрирует следующий курьезный случай. Свояченица Карнеги часто жаловалась на двух своих сыновей, которые после того, как уехали из дома учиться в закрытом колледже, почти не писали ей и не отвечали на ее письма. Карнеги заключил пари, что сможет получить ответ от невнимательных юношей с первой же почтой, причем не прося их об этом. И вот как он выиграл это пари. Карнеги написал племянникам по короткому письму, справляясь об их делах и успехах. А в постскриптуме добавил как бы невзначай: «Прикладываю к письму $5 на твои карманные расходы, довольно значительная сумма для того времени». Однако купюру ни в одно письмо не вложил. Стоит ли говорить, что со следующей же почтой Карнеги получил 2 письма от любезных племянников, в которых они рассказали, как идет учеба в колледже, поблагодарили дядюшку за доброту и сообщили, что денег в конверте не было. Если ты хочешь добиться чего-то от человека, думай о том, чего хочет он, а не о том, чего хочешь ты. Такой вывод следует из этой истории. 48. Как один хипстер в суд на журнал подавал. Один хипстер решил подать в суд на онлайн-издание MIT Technology Review за то, что они проиллюстрировали статью под названием «Почему нонконформисты выглядят одинаково, фотографией с его изображением». Заголовок показался нашему герою оскорбительным и провокационным. Каково же было его удивление, когда выяснилось, что на фотографии изображен не он, а другой хипстер. 49. Можно ли умереть от смеха? Такие случаи в истории бывали. Например, шотландец Алекс Митчелл как-то смеялся над шуткой из телешоу The Goodies 25 минут подряд и досмеялся до сердечного приступа. Позже его вдова отправила создателям шоу письмо с благодарностью за то, что сделали последние минуты жизни ее супруга столь приятными. 50. Полуповешенная Мэгги. В 1721 году шотландку по имени Маргарет Диксон приговорили к смертной казни через повешение за сокрытие беременности и попытку тайно избавиться от мертворожденного ребенка. Ее повесили, затем поместили в деревянный гроб и повезли на кладбище. По дороге Мэгги очнулась в гробу, перепугав окружающих. Так как, согласно закону, женщину уже наказали, ее отпустили на волю. С тех пор жители города, в
в котором Маргарет благополучно прожила еще 40 лет, до своей естественной смерти, стали уважительно кланяться ей при встрече, а за глаза прозвали ее полуповешенная Мэгги. 51. Политический курьез, как Хиллари Клинтон оказалась в крайне неловкой ситуации. В 2011 году Хиллари Клинтон, занимавшая в то время должность государственного секретаря, прилетела в Бирму. Этот визит имел большое значение для отношений между странами. Однако пока Клинтон добиралась в далекую Бирму, страну переименовали в Мьянму. На фото Хиллари Клинтон и государственный советник Мьянмы Аун Сан Су Чжи. США принципиально не поддерживали военный режим в Бирме, который и утвердил новое название государства. Таким образом, Клинтон по прибытии оказалась в крайне неловкой ситуации, как ей называть страну. Назвать Мьянмой значит отступить от официальной позиции США. Назвать Бирмой обидеть принимающую сторону. В итоге госсекретарь крутилась ужом во время всех мероприятий в честь ее визита, но так и не назвала страну ни Мьянмой, ни Бирмой, а отделалась дипломатической формулировкой «эта страна». 52. Непотопляемый котик. Если вы никогда не слышали о непотопляемых котиках, познакомьтесь с Сэмом. Его история может послужить редким примером кошачьей удачливости, а также подтверждением того, что у котов, если не 7, то как минимум 3 жизни точно есть в запасе. В период Второй мировой войны один немецкий матрос принес на борт линкора «Бисмарк» своего кота Сэма. После всего 9 дней, проведенных на воде, «Бисмарк» был атакован и потоплен британской эскадрой, и лишь 116 членов экипажа из 2200 выжили. Сэма нашли английские моряки и приняли на борт эсминца «Казак», который спустя 5 месяцев столкнулся с торпедной атакой немецкой подлодки и потонул. После этого кота, уже прозванного непотопляемым Сэмом, перевели на авианосец «Арк-Роял», который также подвергся атаке и потоплению другой подлодкой, но котик вновь выжил. Только после всех этих событий люди решили, наконец, оставить Сэма на суше, и кот дожил до 1955 года. 53. Как Стивен Спилберг подшутил над режиссером. «Я люблю детей, но больше не могу этого выносить», жаловался режиссер фильма «Балбес» и Ричард Доннер Стивену Спилбергу, являвшемуся продюсером картины. Доннера замучил лихорадочный съемочный процесс с участием маленьких актеров, и он не мог дождаться возвращения к себе домой на Гавайи. Когда съемки закончились, Спилберг посадил весь актерский состав на самолет и отправил на Гавайи до того, как Доннер добрался до дома. Сюрприз. 54. Нидерландские таможенники приняли рисунки Гигера за фотографии. Ханса Гигера, знаменитого художника XX века, создавшего «Чужого» из одноименного фильма, однажды остановили на нидерландской таможне из-за его странных, тревожных рисунков. Таможенники посчитали, что это не рисунки, а фотографии. Позже Гигер так отзывался об этом случае: «В каком месте Земли я, по их мнению, мог сделать такие фотографии? Может, в аду?» 55. Один день 2015 года в Ирландии некоторые запрещенные вещества были легальными. В 2015 году апелляционный суд Ирландии внес изменения в классификацию психоактивных веществ от 1977 года. В результате в законе образовалась дыра, сделавшая некоторые запрещенные вещества легальными, но только на один день. Ирландское правительство в срочном порядке подготовило указ, исправивший положение. 56. В 2004 году в Афинском аэропорте задержали женщину в поясе верности. В 2004 году сотрудники аэропорта в Афинах, Греция, задержали женщину, на которую среагировал металлоискатель. Оказалось, что под одеждой на 40-летней гречанке был надет пояс верности. Она объяснила, что ее заставил носить пояс ее муж, опасавшийся, что жена изменит ему во время отпуска. В конце концов пассажирку пропустили на самолет под личную ответственность пилота. 57. Женщину анонимно преследовал в интернете собственный муж. В 2015 году британка по имени Аманда Плейл начала получать сообщения от якобы бывшего одноклассника Энтони,
содержащие угрозы и оскорбления. Сталкер ежедневно отправлял ей послания, обзывал мошенницей и плохой матерью, описывал, где и когда она бывает, и угрожал обнародовать имеющиеся у него позорные фото Аманды. Женщина была так запугана, что вообще перестала выходить из дома и впала в депрессию, но унижения и угрозы не прекратились. В конце концов Аманда обратилась в полицию. Полицейские отследили, откуда отправляли сообщения, и выяснилось, что они исходили от мужа Аманды и отца троих ее детей, 27-летнего Пола Плейла. 58. Яйцо Фаберже, принадлежавшее императору, было найдено в обычном ломбарде. В 2014 году в один из ломбардов США принесли сувенирное золотое яйцо. Человек, желавший продать его, запросил $500, и сделка состоялась. Один из посетителей ломбарда, скупщик металла, заподозрил, что яйцо может стоить дороже, но ломбард выставил его на продажу уже за $14 000. Скупщик согласился. В итоге выяснилось, что это было одно из яиц Фаберже, принадлежавшее российскому императору Александру III и украденное во время революции 1917 года. В настоящее время его стоимость оценивается в $33 миллиона. 59. Пригласите, пожалуйста, Уильяма к телефону. В 1989 году Билл Гейтс лично ответил на звонок в службу поддержки Microsoft и, представившись своим полным именем Уильям, помог клиенту решить его проблему. Беседа с Гейтсом так понравилась клиенту, что в следующий раз, когда ему понадобилась помощь, он позвонил и потребовал пригласить к телефону именно Уильяма. 60. Как продать что-то по определению невозможное. В 1749 году герцог Джон Монтегю, находясь в компании аристократов, заключил пари, что сможет разрекламировать что-то по определению невозможное и заставить дураков заплатить за это. Он рекламировал сценическое шоу, в котором артист сжимает свое тело так, что оно помещается в винную бутылку. Билеты были распроданы в короткий срок, и в день представления собралась огромная толпа, устроившая настоящий бунт, когда чудо-артист так и не появился на сцене. 61. Как газета The New York Times пропустила 500 номеров. 6 января 1898 года вышел последний на тот момент 14499 номер газеты The New York Times, но 7 января в киосках неожиданно появился 15-тысячный номер. По ошибке было пропущено 500 номеров. Никто не замечал этого на протяжении 100 лет, пока сотрудник газеты, копавшийся в архивах, не обратил на это внимания. Позже ошибку устранили. 1 января 2000 года вышел номер 51254, хотя должен был выйти 51754. 62. 302 самолет, уничтоженный Герхардом Баркхорном. Второй по результативности ас-истребитель всех времен, немецкий военный летчик Герхард Баркхорн, участвовавший во Второй мировой войне, уничтожил за свою карьеру 301 самолет. Когда война закончилась, он продолжил работать летчиком и в 1964 году проводил испытания прототипа британского самолета Хокер Сидели. Во время полета он, по-видимому, отключил тягу на высоте метра над землей, повредив ходовую часть. Самолет рухнул, но Баркхорн не пострадал. 302, прокомментировал он, выбравшись из-под обломков. 63. Часы из храма Фумондзи остановило и завело землетрясение. В 2011 году на северо-востоке Японии в результате землетрясения и вызванного им цунами погибло около 18 тысяч человек, а в храме Фумондзи остановились часы. Настоятель Буншуну Сакана смог их спасти, хотя от храма остались только колонны и крыша. Он попытался завести часы, но ничего не вышло. Через 10 лет, 13 февраля 2021 года, в этом регионе произошло еще одно сильное землетрясение, и часы вновь пошли. 64. Альберт Эйнштейн и потерянный билет. Однажды Альберт Эйнштейн ехал в поезде из Принстона. В вагон вошел кондуктор
и стал спрашивать билеты у пассажиров. Эйнштейн сунул руку в карман жилета, но билета там не оказалось. Ученый полез в карманы брюк, но билета не было и там. Тогда он начал рыться в портфеле, поискал билет на своем сиденье, но все равно не смог найти. Кондуктор сказал: «Профессор, я знаю, кто вы. Мы тут все вас знаем. Я уверен, что вы купили билет. Не беспокойтесь об этом». Эйнштейн одобрительно кивнул. Кондуктор продолжил проверять билеты, а перед тем, как пройти в следующий вагон, обернулся и увидел, что великий физик стоит на четвереньках и ищет билет под сиденьем. «Профессор Эйнштейн, не волнуйтесь, я знаю, кто вы. Нет никаких проблем, вам не нужен билет. Я верю, что вы оплатили свой проезд». Эйнштейн посмотрел на него и сказал: «Молодой человек, я тоже знаю, кто я такой. Чего я не знаю, так это куда я направляюсь». 65. The Milk, протухшее молоко из MIT. В 1994 году студент MIT Джастин Кейв забыл в холодильнике общежития пакет молока, а обнаружил его только через 10 месяцев во время генеральной уборки. Он решил, что неплохо бы оставить пакет еще на 2 месяца и отпраздновать его день рождения. Потом студенты подумали, что не могут выбросить пакет сразу после того, как устроили ему вечеринку. Это было бы просто невежливо. Так молоко поселилось в кампусе, со временем переехав в пластиковый контейнер из-за зловонного запаха. Молоко стало местной достопримечательностью и получило имя The Milk. Его можно было встретить на разных этажах и частях кампуса. Доподлинно неизвестно, что с пакетом сейчас, однако в 2015 году СМИ писали о праздновании его 21-летия. 66. Судебная тяжба длиной 22 года. Тунгнат Чатурведи, 22 года, судился с индийскими железными дорогами из-за ошибки кассира, который продал 2 билета за 90 рупий, около 90 рублей, вместо 70 в 1990-х годах. Он посетил более сотни судебных заседаний и, наконец, выиграл дело. Суд постановил, что компания должна выплатить Чатурведи 15 тысяч рупий морального ущерба и вернуть 20 рупий, добавив к ним 12% годовых за все прошедшие годы. 67. Водитель автобуса в Париже выгнал всех пассажиров, проигнорировавших инвалида. В 2018 году водитель автобуса в Париже выгнал всех пассажиров на улицу за то, что никто из них не попытался помочь и не уступил место инвалиду-колясочнику. Он сам помог человеку, страдающему рассеянным склерозом, подняться в автобус и отправился с этим единственным пассажиром далее по своему маршруту. 68. Женщина, которая оставила в кафе 7709 швейцарских франков чаевых. В 2018 году женщина заплатила швейцарскому кафе 7709 швейцарских франков чаевых, потому что случайно ввела свой пин-код вместо суммы. Когда она обнаружила ошибку и позвонила в кафе, чтобы вернуть свои деньги, ей никто не ответил, хозяин кафе закрыл его и объявил о банкротстве. 69. Пуля в голову вылечила нервное расстройство. Один молодой человек с тяжелым обсессивно-компульсивным расстройством и фобией бактерий пытался покончить с собой, устав от такой жизни. Однако пуля, которую он пустил себе в голову, прошла по касательной, задев в мозге только одну зону. По счастью, именно эта зона отвечала за симптомы ОКР, и после ее повреждения расстройство прошло. Когда рана зажила, юноша оказался совершенно здоров, и на протяжении оставшейся жизни болезнь к нему не возвращалась. 70. VR-игры могут способствовать проблемам с шеей. 31-летний мужчина сломал себе шейный позвонок во время игры в виртуальной реальности. Визуальные эффекты отвлекли его мозг, и он не смог распознать угрозу самоповреждения. В результате игрок так сильно вертел головой, что в буквальном смысле свернул себе шею. Позвонок сросся за 6 недель без каких-либо осложнений. 71. Как аэропорт Хьюстона решил проблему с длительным ожиданием багажа. Когда в аэропорт Хьюстона начало поступать много жалоб на 7-минутное ожидание багажа,
Менеджеры придумали перекрыть проходы в аэропорту таким образом, чтобы пассажирам приходилось идти до багажной карусели в 6 раз дольше, чем раньше. Количество жалоб снизилось почти до нуля. 72. Есть одна проблема. Дерзкий эксперимент решили поставить ученые из Монреаля в 2009 году. Их целью было выяснить, как влияет на интимную жизнь молодых мужчин в возрасте от 20 до 30 лет просмотр откровенного видео. Они собрали выборку мужчин, проинтервьюировали их всех и не смогли найти ни одного, кто не видел бы откровенного видео, чтобы произвести сравнение. 73. Австралийская свинья напилась и подралась с коровой. В 2013 году отдыхающие на природе австралийцы проснулись среди ночи от странного шума и обнаружили, что их пиво пьет свинья. По словам туристов, свинья совершила набег на лагерь в поисках еды и выпила 18 банок пива, прокусывая их зубами. Затем она стала бегать вокруг лагеря и в конце концов подралась с коровой, после чего направилась к реке и вырубилась на берегу под деревом. 74. Ветром сдуло. Метеоризм штука неприятная, но больше всего от него достается не тем, кто слишком часто и обильно пускает ветра, а окружающим. Иногда это может приводить к курьезным последствиям. В 2018 году двое пассажиров-нидерландцев, летевшие самолетом компании Трансавиа, попросили мужчину, страдавшего метеоризмом, прекратить выпускать газ, на что тот ответил решительным отказом. Между ними завязалась ссора, переросшая в драку. Бортпроводники не смогли их успокоить, и в итоге пришлось вмешаться пилоту. Он совершил незапланированную посадку в аэропорту Вены и вызвал полицию. Полицейские вывели из салона самолета и сняли с рейса 4 недовольных голландцев и 2 женщин, назвавшихся сестрами и возмущающихся такой несправедливости. Они утверждали, что в драке не участвовали. Представители Трансавиа с гордостью заявили, что выполнили свой долг, вмешавшись в ссору, доставлявшую множеству пассажиров дискомфорт. А что насчет мужчины с метеоризмом? Он полетел дальше. 75. Президент рассказал смешную историю. Оригинальный способ рассмешить аудиторию нашел переводчик с японского языка во время выступления президента США Джимми Картера в Японии. Картер начал речь с шутки и был впечатлен тем, как зрители-японцы дружно рассмеялись над ней. «Как вам удалось так хорошо передать американский юмор?» – поинтересовался Картер у переводчика после выступления. «Я сказал, президент рассказал смешную историю, все должны засмеяться», – признался находчивый переводчик. 76. Канадец получил свой заказ из онлайн-магазина через 8 лет. Житель Торонто по имени Элиот Беренштейн наконец-то получил упаковку средства для укладки волос Брилкрем 6 мая 2020 года через 8 лет, после того, как сделал заказ в канадском онлайн-магазине. Что ж, как говорится, все приходит к тому, кто умеет ждать. Впрочем, Беренштейна, сделавшего заказ в 2012 году, а получившего его в 2020, немало позабавил счет, вложенный в коробку с кремом. На нем стояла дата заказа – 2012 год. Они, компания-продавец, сказали, что отправили заказ на мой адрес в Оттаве, а не в Торонто, и поэтому посылка вернулась, и им понадобилось еще 8 лет, чтобы перенаправить ее по правильному адресу, рассказал мужчина. Кстати, крем, который он заказал, пожелтел и давно стал непригоден к использованию. 77. Что значит фраза «сапожник», «не ступай за пределы сапог»? Латинское выражение «сутор» «ne ultra crepidem» переводится как «сапожник», «не ступай за пределы сапог» и призывает не выносить суждений, выходящих за рамки компетенции говорящего. Впервые фраза встречается у Плиния-старшего. В 300-х годах он записал историю о сапожнике, указавшем художнику на дефект в изображении сандалий. Тот исправил ошибку, и обрадованный сапожник продолжил высказывать свое мнение по поводу других дефектов картины, на что художник охладил его пыл фразой «ne supra crepidem sutor iudicaret» – «сапожник не должен судить дальше обуви». Сокращенный вариант этой фразы стал популярной поговоркой. 78.
как появился закон Мёрфи. В 1949 году инженер Эдвард Мёрфи по заказу ВВС США проводил исследования с целью выяснить, какую максимальную перегрузку может выдержать организм пилота самолета. Для эксперимента техник, помогавший Мёрфи, должен был разместить на теле испытуемого 16 датчиков, у каждого из которых был переключатель на два положения – верное и неверное. Техник установил переключатели всех 16 датчиков в неверном положении. Когда это обнаружили, Мёрфи произнес свою знаменитую фразу «Если что-то может пойти не так, оно пойдет не так». Так был впервые сформулирован закон Мёрфи, позже ставший широко известным и многократно обыгранный в произведениях поп-культуры. 79. Что общего между горой Арарат и Луной? Символ Армении. Гора Арарат расположена не в Армении. С 1921 года эта область принадлежит Турции, однако на гербе Армении по-прежнему красуется Арарат. Некоторые источники утверждают, что этот факт не нравился Турции, однако Народный комиссар иностранных дел СССР Чичерин ответил на протесты турецких представителей в том духе, что вот, мол, на флаге Турции изображен полумесяц, а разве Луна принадлежит Турции? 80. Коварный кролик-энерджайзер. Вечно бодрый розовый кролик, бьющий в барабан, символ бренда батареек Duracell, не так ли? Так, но не для всего мира. В США и Канаде розовый кролик не менее бодро продвигает продукцию прямого конкурента Duracell батарейки компании Energizer. Как же так вышло? Все очень просто. В конце 1980-х годов ребята из Duracell забыли продлить свою лицензию на торговую марку, описывающую символ кролика, чем немедленно воспользовались маркетологи из Energizer. Права ушли безвозвратно. С тех пор на огромных рынках США и Канады коварный кролик Energizer конкурирует с Duracell. Впрочем, отметим ради справедливости, что кролик Energizer внешне отличается от дюрасселовского собрата, он ярче по цвету, имеет другую форму тела и носит темные очки. Кроме того, в рекламе батареек Duracell участвует несколько персонажей кроликов, а кролик Energizer – гордый одиночка. 81. Дело о неподобающем поведении присяжных. Во время судебного процесса по делу об убийстве в 1994 году английские присяжные напились и решили использовать спиритическую доску, чтобы определить убийцу, задавая духу вопросы «Кто тебя убил?» и каким образом он это сделал. Это привело к еще одному судебному разбирательству по делу о неподобающем поведении присяжных. 82. Оставьте себе, офицер. Однажды легендарного американского боксера Джека Джонсона остановил офицер полиции, когда тот мчался на своем автомобиле с существенным превышением скорости. Штраф составил $50, но у Джонсона была только 100-долларовая купюра, а у полицейского не нашлось сдачи. «Оставьте себе, офицер», — сказал боксер, — «пригодится, ведь я собираюсь ехать обратно с той же скоростью». 83. Город под названием Скромник. Когда в 1870 году калифорнийцы решили назвать только что основанный город в честь бизнесмена из Сан-Франциско Уильяма Ралстона, тот отказался наотрез, заявив, что недостоин такой чести. Какой скромник, подумали боссы железной дороги, возле которой строился новый город. И так и назвали город Модеста, то есть скромник, от английского modest. Город Скромник существует и по сей день. 84. Как Андре Агаси взломал своего противника. Андре Агаси выиграл 10 из 11 матчей против Бориса Беккера благодаря простой наблюдательности. Как-то раз знаменитый теннисист заметил, что у его противника есть фишечка, перед подачей Беккер высовывает кончик языка. Агаси понаблюдал за ним и понял, что по положению языка посередине или в левом углу рта можно предположить, куда Беккер планирует подавать. И благодаря этой подсказке Агаси всегда оказывался в нужном месте. Когда оба теннисиста ушли на пенсию, Агаси как-то признался в своей хитрости бывшему сопернику за кружечкой пива. 85. Зачем британцы подпрыгнули в 1976 году?
1 апреля 1976 года английский астроном Патрик Мур по радиостанции BBC объявил слушателям, что сегодня в 9 часов 47 минут в связи с особым расположением планет гравитация на Земле будет чуть меньше. Астроном заверил, что если слушатели подпрыгнут в этот момент, то смогут испытать некое странное чувство. Уже 9:50 в редакцию радиостанции поступила масса звонков от людей, утверждающих, что они действительно чувствовали себя во время прыжка легче, чем обычно. 86. Преступление и наказание интимом. В 2011 году Виктор Ясинский ворвался в салон-парикмахерскую в городе Мещовске и потребовал отдать ему все деньги из кассы. Но вместо этого получил удар в грудь от владелицы салона, обладательницы черного пояса по карате, Ольги Заяц. Связав бандита, она закрыла его в подсобном помещении, где приковала розовыми пушистыми наручниками, затем раздела догола, напоила виагрой и, так сказать, пользовалась им в течение 3 дней. После чего отпустила со словами «урок усвоен, можешь идти, и чтобы я тебя больше здесь не видела». Горе-грабитель обратился за медицинской помощью, а потом написал заявление в полицию. Его и Заяц сразу же задержали. На допросе Заяц возмутилась: что за неблагодарность? Ну, было пару раз. Я ему еще джинсы новые купила, кормила, поила, 1000 рублей дала, когда уходил. 87. Террорист с потными ногами. 22 декабря 2001 года мужчина в обуви, начиненной взрывчаткой, сел в самолет из Парижа в Майами, планируя в полете произвести взрыв. Однако ничего не вышло, из-за слишком потных ног горе-террориста фитиль отсырел и не зажегся. 88. Как Сальвадор Дали обманул Йоко Оно на $10 000. Однажды Йоко Оно предложила Сальвадору Дали $10 000 за один из его усов. Дали решил, что ус понадобился ей для заклинания, так как считал Оно ведьмой, но деньги все же принял, а вместо усов отправил ей травинку. 89. Необычный медведь. В 1985 году житель штата Теннесси недалеко от своего дома обнаружил труп неизвестного мужчины. На погибшем были очки ночного видения и бронежилет, а рядом лежал раскрытый парашют. В армейском рюкзаке мужчины полиция обнаружила 40 килограмм запрещенного вещества, около $5000, 6 золотых монет, оружие и ключ от самолета. Стоимость запрещенного вещества составляла не менее $15 миллионов. На следующий день в 100 километрах от тела были найдены обломки самолета Cessna 404, а в нем 8 пронумерованных упаковок с запрещенным веществом от 1 до 9, упаковка 3 отсутствовала. Полиция предположила, что мертвец, вероятно, был перевозчиком запрещенного вещества. По каким-то причинам он начал сбрасывать запрещенное вещество, пролетая над лесным массивом, а затем и сам прыгнул, но слишком поздно открыл парашют и разбился. Этим человеком был Эндрю Картер Торнтон, полицейский отдела по борьбе с наркотиками, где работал агентом под прикрытием. Торнтон контактировал с распространителями, совершал контрольные закупки и в какой-то момент, перейдя черту, начал приторговывать сам, впоследствии став лидером преступной группировки, занимавшейся контрабандой запрещенного вещества из Колумбии. Работая полицейским и будучи преступником, а также проходя обучение в юридической школе, в свободное время Торнтон умудрился получить лицензию пилота и совершить сотни прыжков с парашютом. В 1977 году Торнтон уволился из полиции, чтобы якобы заняться юридической деятельностью. На самом деле, основным его занятием в последующие годы стала контрабанда запрещенных веществ. Через какое-то время его поймала полиция, но обвинения остались недоказанными. Торнтон пошел на сделку, отбыл небольшой срок и вышел, а через год, на основании новых показаний информаторов, ФБР вновь берет его в разработку. Так что же случилось в лесу? 11 сентября 1985 года Торнтон сел в двухмоторный самолет Cessna 404 и отправился в Колумбию за очередной партией запрещенного вещества, но на обратном пути ему сели на хвост,
2 самолета ФБР. Торнтон принял решение сбросить товар и прыгнуть с парашютом. Остальное вы знаете. А при чем здесь медведь? 3 месяца спустя в лесу Читахучи нашли мертвого медведя. Рядом с ним лежала 40-килограммовая упаковка с запрещенным веществом. Как оказалось, медведь наткнулся на него, поел его и умер от передозировки. У него диагностировали внутримозговое кровоизлияние, дыхательную недостаточность, гипертермию, почечную недостаточность, сердечную недостаточность и инсульт. Ни одно живое существо не смогло бы выжить после такой дозы запрещенного вещества. Животное вошло в историю как Пабло Эскобар. Сейчас его чучело выставляется в магазине Kentucky Fun Mall. 90. 2 самолета столкнулись в воздухе, а потом благополучно приземлились. 29 сентября 1940 года 2 самолета королевских ВВС Австралии столкнулись в воздухе и сцепились друг с другом. Двигатели нижнего самолета продолжали работать, а верхний мог управлять элеронами и закрылками, это позволило обоим благополучно приземлиться. Все члены экипажей выжили. 91. Шуточный фильм о русалках, в который все поверили. Шуточный псевдодокументальный фильм телеканала Animal Planet «Русалки». Новые доказательства вызвал у зрителей такой ажиотаж, что Национальному управлению океанических исследований США пришлось опубликовать заявление: этот фильм просто развлечение. Никаких доказательств существования водных гуманоидов никогда не существовало. 92. Как венгерский химик вывел обманщицу на чистую воду при помощи науки. Георг де Хивеши, венгерский химик, в 1911 году, проживая в Манчестере, заподозрил, что его квартирная хозяйка, в чьи обязанности входило готовить ему пищу, хитрит. Хивеши предположил, что она готовит свежее мясо только по воскресеньям, а все остальные дни кормит жильцов объедками, подавая их под видом гуляша, мясного супа и подобных блюд. Когда Хивеши тактично заметил, что был бы рад есть свежеприготовленное мясо чаще раза в неделю, хозяйка возмущенно возразила, что подает его каждый день. Чтобы проверить истинность ее слов, химик подсыпал себе в тарелку радиоактивный материал, с которым на тот момент работал. Несколько дней спустя, когда хозяйка подала на обед суп, Хивеши взял электроскоп и продемонстрировал ей, что мясо в его тарелке радиоактивно. «Волшебство!» — воскликнула та в ответ. 93. Выпустив OS Windows Phone 7 в 2010 году, компания Microsoft устроила пышные символические похороны iPhone и BlackBerry в знак того, что новинка несомненно убьет конкурентов. 94. В 2006 году австралиец пытался продать на аукционе eBay Новую Зеландию. Торги были остановлены администрацией аукциона на отметке в $3000. 95. В 1995 году бельгийский футболист Стан ван ден Бюйс забил 3 автогола за один матч, установив рекорд. Команда противника одержала победу со счетом 3-2, не забив ни одного гола самостоятельно. 96. Rockstar Games в трейлере игры GTA 6 показала персонаж, образ которого вдохновлен настоящим преступником Лоуренсом Салливаном по прозвищу «Флоридский Джокер». Теперь Джокер требует от них $2 миллиона. 97. Вид оленей под названием олени Шамбурка вымер после того, как последний его представитель был забит насмерть пьяным мужчиной в 1938 году. 98. В 2022 году пациентов в французской больнице эвакуировали после того, как в нее поступил 88-летний мужчина со снарядом времен Первой мировой войны, застрявшим у него в заднем проходе. 99. Австралийка, выигравшая $825 по выигрышному билету на скачках, на радостях выложила фото с билетом в Facebook, забыв закрыть штрих-код. Когда через 15 минут она попыталась получить выигранные деньги, оказалось, что кто-то из ее друзей их уже получил. 100. В 1984 году
Премьер-министр Новой Зеландии Роберт Малдун напился и объявил досрочные парламентские выборы, на которых потерпел сокрушительное поражение. 101. В 1998 году астрономы обнаружили короткие и быстрые радиосигналы и назвали их перитонами. Вскоре выяснилось, что перитоны испускала микроволновая печка в столовой обсерватории. 102. В 2019 году мужчина из Индии укусил змею после того, как змея укусила его. И он, и змея умерли. 103. В Эквадоре есть памятник экватору, из-за ошибки расположенный в 240 метрах от экватора. 104. В 2021 году Александр Кудлай и Виктория Пустовитова приковали себя наручниками друг к другу на 123 дня, чтобы спасти свои отношения. Пара рассталась сразу же, как только наручники сняли. 105. Бразильский заключенный 5 лет тайно рыл туннель для побега, но убежать не получилось. Оказалось, что туннель вел в караульное помещение. 106. В 1908 году газета «Нью-Йорк Таймс» сообщила о хитрой собаке, которая в Париже сталкивала детей в реку Сену, чтобы получить награду за их спасение. 107. Во время съемок «Терминатора» Арнольд Шварценеггер зашел в ресторан в гриме поврежденного в бою Терминатора и попросил столик. Посетители в ужасе разбежались. 108. Первый звонок по мобильному телефону был сделан в 1973 году Мартином Купером, руководителем компании Motorola. Он позвонил конкурирующей компании Bell Labs, чтобы сообщить, что звонит с первого мобильного телефона. 109. В 2016 году в Индии крыса взломала банкомат и съела наличных на 19 тысяч долларов. 110. В 2011 году мужчина, ехавший на мотоцикле без шлема на митинге против обязательного ношения шлемов, упал с мотоцикла, ударился головой о бордюр и погиб. Эксперты отметили, что если бы он был в шлеме, то скорее всего выжил бы, поскольку скорость мотоциклов в колонне была совсем небольшой. 111. Один мужчина получил донорское сердце от жертвы самоубийства, а впоследствии познакомился со вдовой донора, влюбился и женился на ней. А через 4 года покончил с собой тем же способом, что и донор. 112. В 2020 году мужчина из Бенгалии судился с индийскими властями за выдачу ему удостоверения личности избирателя с фото собаки вместо его. 113. После того, как в 1999 году со счета 30-летнего Майкла Ховарда из Англии банк списал 20 фунтов стерлингов за овердрафт в размере 10 фунтов стерлингов, Ховард официально изменил свое имя на Йоркширский банк «Фашистские ублюдки». 114. Однажды двое мужчин из Новой Зеландии и Испании сделали сэндвич с землей, положив куски хлеба в определенные точки с противоположных сторон планеты одновременно. 115. В 2004 году житель Вильнюса Йонас Янайтис, литовский аналог Ивана Иванова, обратился в суд с требованием перестать использовать его имя в образцах бланков. Когда я заполняю документы, мне говорят, что нужно писать свое имя и фамилию, а не списывать с образца. 116. В 1898 году Никола Тесла заставил толпу людей поверить, что они могут управлять лодкой, выкрикивая команды. На самом деле все манипуляции с лодкой производились при помощи радиоуправления. 117. В 2013 году Миланский суд приговорил бездомного мужчину к домашнему аресту. Каждую ночь полиция приходила к его спальному мешку, чтобы проверить, на месте ли арестованный. 118. В 2012 году британец Уэсли Кэррингтон купил металлоискатель и, решив опробовать его, через 20 минут нашел золото римской эпохи стоимостью 100 тысяч фунтов. 119. В 2017 году 13-летний самолет Airbus Jet авиакомпании Finnair, следующий рейсом 666,
в пятницу 13 числа, ровно в 13:00, благополучно приземлился в аэропорту Хельсинки. Представители авиакомпании сообщили, что совпадение всех этих чисел было совершенно случайным. 120. В 2003 году президент США Джордж Буш-младший упал с сегвея, после чего вся партия проданных на тот момент сегвеев была отозвана. 121. Серийный убийца Брюс Линдал умер, ударив себя случайно в ногу ножом, убивая другого человека. 122. В 2013 году мужчина из США купил дом рядом с домом бывшей жены для того, чтобы установить напротив ее окна гигантскую статую руки, показывающей средний палец. 123. В 2011 году 99-летний итальянец подал на развод со своей 96-летней женой, с которой прожил 77 лет, после того, как нашел письма от любовника, роман с которым у нее был 60 лет назад. 124. В 2008 году один македонский пчеловод подал в суд на медведя за кражу меда. Как ни странно, суд он выиграл и получил от государства 1700 евро за ущерб. 125. В середине 1980-х годов Coca-Cola выпустила рекламный постер со скрытым изображением непристойной сцены, ее можно было разглядеть в одном из нарисованных кубиков льда. 126. Британский актер Марк Чепман сыграл Джона Леннона в фильме об убийстве Джона Леннона американским преступником Марком Чепманом. 127. В 2017 году пожарные спасли 18 поросят во время пожара в сарае в британском графстве Уилтшир. Через 6 месяцев благодарный фермер прислал пожарным сосиски из этих поросят в качестве подарка. 128. Отец ядерной физики Эрнест Резерфорд однажды заявил: «Все науки делятся на физику и коллекционирование марок». Он получил Нобелевскую премию по химии. 129. В 1992 году за борт транспортного корабля в океан упал контейнер, в котором перевозили 28 тысяч резиновых уточек и других игрушек для ванн. Их до сих пор находят у берегов по всему миру. 130. В 2011 году 75-летняя грузинка, собиравшая медь для продажи, случайно повредила оптоволоконный кабель и отключила от интернета всю Армению, а также некоторые районы Азербайджана. Местные СМИ прозвали ее хакером с лопатой. 131. В 2002 году Британия случайно вторглась в Испанию, после чего извинилась и покинула пределы страны. 132. В 2012 году футболист Роналдиньо лишился контракта с Coca-Cola на $750 тысяч из-за того, что сделал глоток из банки Pepsi, стоявшей перед ним во время пресс-конференции. 133. В 2017 году в Детройте, США, две группы полицейских под прикрытием приняли друг друга за наркоторговцев и подрались. Конфликт чуть не дошел до применения оружия, когда они разобрались наконец в ситуации. 134. В 2016 году китаец по имени Тонка Анан сделал предложение руки и сердца своей соседке, составив ее портрет из 840 кубиков Рубика. Девушка отказала. 135. В 1992 году 6 посетителей выставки динозавров в Мемфисе, США, потребовали вернуть им деньги за билеты, обнаружив, что на выставке нет живых динозавров. 136. В 2016 году 70-летний Лоуренс Джон Рипл ограбил банк в Канзасе, а потом, дождавшись полицию, заявил, что ему лучше сидеть в тюрьме, чем жить с женой. Он был приговорен к 6 месяцам домашнего ареста. 137. Чтобы сделать сырный соус для начос, используют цитрат натрия, формула которого, по удивительному совпадению, выглядит так: натрий 3C6H5A7. 138. В 2015 году 19-летний парень по имени Бат Вайзер
был арестован за вторжение на частную территорию пивоварни Budweiser в Сент-Луисе, США. 139. До выхода фильма «Психо» Альфреда Хичкока было принято входить и выходить из кинозала в любое удобное время. Но режиссер требовал, чтобы кинотеатры не пускали зрителей в зал после того, как показ «Психо» начался. Это было необходимо для сохранения саспенса, эмоционального напряжения. Спустя некоторое время сидеть на своем месте от начала и до конца показа фильма стало для зрителей нормой поведения. 140. Житель Аляски решил зажечь спящий вулкан Эджком. 1 апреля он собрал в кратере вулкана 70 автопокрышек и поджег их. Розыгрыш сработал как по нотам, и новость о проснувшемся вулкане разлетелась по миру. 141. Операция ЦРУ по вторжению на Кубу и свержению Фиделя Кастро называлась операция «Кастрация» Operation Castration. 142. В 1679 году Джонатан Свифт опубликовал сатирический памфлет «Скромное предложение», в котором он советовал бедным ирландским семьям продавать своих детей в богатые дома для употребления в пищу. Люди приняли это за чистую монету, и Джонатан был раскритикован в прессе за предположение, что детей можно есть. 143. Дом Марка находился недалеко от аэропорта Милуоки. Он решил подшутить над пассажирами и написал на крыше своего дома большими буквами «Добро пожаловать в Кливленд». Соль шутки в том, что от Милуоки до Кливленда несколько сотен километров. 144. В течение нескольких дней Энди Уорхол снимал из одной точки Empire State Building и затем выпустил фильм под названием «Empire». В фильме на протяжении многих часов ничего не происходит. Ближе к концу мелькает сам автор, а потом опять ничего не происходит. 145. Когда радиопостановка «Война миров» режиссера Орсона Уэллса вышла в эфир, многие люди подумали, что на Землю действительно вторглись марсиане и поднялась паника. 146. Американский художник французского происхождения Марсель Дюшан ненавидел современное искусство и однажды в знак протеста отдал на выставку в качестве экспоната подписанный писсуар. 147. Во время учебы в военной академии Вест-Пойнт Эдгар получил приказ от инструктора по строевой подготовке надеть офицерский пояс и явиться на построение. Он явился, надев только пояс, за что и был исключен. 148. Во время Второй мировой войны британцы хотели скрыть от немцев наличие радара, при помощи которого они засекали немецкие бомбардировщики. Они выступили с публичным заявлением, что британские пилоты обладают суперзрением, потому что едят много моркови. Как ни странно, все им поверили, в том числе и Германия. 149. Наполеон был одержим Австралией. Он намеревался назвать часть этой страны «Земля Наполеона» и привез во Францию более 200 видов австралийских животных и растений. 150. Фрэнк стал прототипом героя фильма «Поймай меня, если сможешь». К 21 году он успел по поддельным документам поработать пилотом, доктором, юристом. Он выписал достаточно фальшивых чеков, чтобы сесть в тюрьму на 10 лет. Отсидев часть срока, Абигнейл получил от ФБР предложение о работе по выявлению фальшивок. Сегодня он миллионер. На этом я бы хотел закончить это видео со 150 невероятными историями людей, в которые сложно поверить. Ну и уже по традиции, для всех досмотревших этот ролик до конца, предлагаю узнать бонусный факт. Президентом Северной Кореи по-прежнему остается Ким Ир Сен, умерший в 1994 году, что делает эту страну единственной в мире некрократией. Вот такими у нас получились 150 невероятных историй людей, в которые сложно поверить. Надеемся, вам понравился материал, который мы собрали для вас. Оставляйте комментарии, ставьте лайки, делитесь своим мнением о ролике. Знали ли вы бонусный факт? Все это очень важно для нас и позволяет продолжать радовать вас новыми, надеемся, еще более интересными видео. Отдельно хочу поблагодарить всех поддержавших
Наш канал материально зрителях в это непростое время, их имена вы можете увидеть в описании ролика. Благодарю за просмотр этого видео и прошу подписаться на канал Книги, Истории, Факты, нажать на колокольчик и выбрать все уведомления. Вам наверняка понравится. Я расскажу еще много интересного и познавательного. Прошу при возможности помочь каналу, заглянув в описание этого видео, и поддержать любым удобным способом.